Весной 2020 года над пустыней Ливии появился небольшой дрон. Без особого шума он поднялся в воздух, завис и полетел. Его цель – человек. Этот человек не знал, что за ним уже выехали. Не солдат, не снайпер, не пилот, а машина. В тот день впервые в истории, по данным ООН, автономная система, управляемая искусственным интеллектом, возможно, убила человека сама. Без приказа, без оператора. Это был турецкий дрон Каргу-2. Он не просто обнаружил цель, он сам выбрал, навелся и атаковал. Мгновение и все. Но эта история не только о Ливии, она о нас с вами. Что будет, когда машины начнут решать, кому жить, а кому нет? Интересный вопрос, не правда ли? И к тому же весьма актуальный с учетом того, как быстро развиваются технологии искусственного интеллекта. Сегодня мы разберемся, как работают такие системы и почему опасность не в том, что ИИ станет злом. Опасность скорее в том, что он станет слишком эффективным. И произойдет это гораздо быстрее, чем нам кажется. Чтобы понять, насколько все это серьезно, нужно начать с самого термина. Автономное оружие – это не просто очередной беспилотник, не камера на ракете. И даже не дрон, которым управляет оператор из-за тысячи километров. Автономное оружие – это машина, которая может убивать сама, без человека в цепочке принятия решения. Сначала оно ищет цель, потом определяет, кто это, противник или нет. И если все сходится, оно атакует. Все это за секунды, без сомнений, без мук совести. В Ливии использовался дрон Каргу-2, произведенный в Турции. Небольшой, всего 7 килограммов. Но внутри взрывчатка, камеры и, главное, алгоритмы распознавания целей. У него есть так называемый режим «огонь и забудь». Что это значит? Это перевод с английского «fire and forget». И этот термин широко используется в военной сфере, особенно применительно к управляемому оружию. Это значит, боеприпас запускают, и он действует сам. Он может кружить в воздухе, как птица, выбрать цель и атаковать, без запроса на подтверждение. Автономно. Например, так работают небезызвестные ракеты типа «Джавелин». Нацелил и забыл. Она дальше сама ищет цель по тепловому следу. Некоторые модели такого оружия могут отличать людей по силуэту, распознавать оружие в руках, даже вычислять поведение, которое кажется враждебным. Пока ученые спорят на конференциях, эти машины уже работают в поле. И тут важный момент. Турция, как несложно догадаться, далеко не единственная страна, кто разрабатывает такие системы. США, Китай, Израиль, Россия – все они уже создают или тестируют автономные боевые платформы. Некоторые в небе, другие на земле, а кое-что даже под водой. В России такие технологии развиваются достаточно активно. Например, зенитный комплекс «Панцирь-С-1» может автоматически обнаруживать и уничтожать цели без участия человека, особенно в случае массированной атаки. Наземный боевой робот «Уран-9» уже участвовал в боях в Сирии. Он оснащен пушкой, ракетами и тепловизором. Хотя его автономность пока ограничена, разработчики движутся к полной независимости от оператора. А тяжелый беспилотник «Охотник» по задумке сможет не только летать в режиме молчания, но и сам выбирать, что уничтожать, даже в условиях радиоэлектронной борьбы. Все это, конечно, очень интересно, но неизбежно возникает главный вопрос. А что, если машина ошибется или примет решение, которое никто не ожидал? Или, например, что будет, если она встанет перед моральной дилеммой? Вот тут начинается самое интересное. Вот где настоящая моральная дилемма нашего времени. Нейросети, изначально созданные во благо, все чаще становятся инструментом в руках мошенников. Даже всем известные гиганты подвержены кибермошенничеству, и это действительно большая проблема. Поэтому бизнесу необходимы люди, которые будут держать их данные под защитой, за что готовы платить хорошие деньги. Эксперты по кибербезопасности сейчас очень востребованы не только в России, но и в мире. Таких спецов называют пентестерами или же белыми хакерами. Они находят уязвимости в системе, после чего устраняют их. И их зарплаты в среднем от 130 тысяч рублей, но при должной раскрутке и навыках могут доходить до 10 тысяч долларов. Для тех, кто хочет сделать мир безопаснее и стать высокооплачиваемым специалистом, Skill Factory запускает курс «Белый хакер».
На курсе студенты на практике учатся защищать и атаковать системы, чтобы находить уязвимости. Вы сможете почувствовать себя могущественным хакером, но без проблем с законом. Курс подойдет как новичкам без опыта программирования, так и тем, кто уже работает в IT. Во время обучения вы будете отрабатывать навыки взлома на виртуальных машинах. Также освоите устройства Windows, Linux, научитесь программировать на Python, писать скрипты на Bash, SQL, овладеете методами защиты систем. Поучаствуйте в соревнованиях по спортивному хакингу, что станет плюсом при трудоустройстве. А в конце сформируйте портфолио и, кстати, вам помогут с трудоустройством. А для моих зрителей в мае школа дополнительно дарит курсы по нейросетям и софт-скиллам. И еще сейчас есть возможность поучаствовать в розыгрыше макбуков. Так что переходите по ссылке в описании и становитесь на стражу кибербезопасности. По моему промокоду СОВОК вас ждет скидка 45%. И помните, Skill Factory учит тех, кого берут на работу. Представьте, по рельсам мчится вагонетка. Впереди на путях 5 человек. Но есть стрелка, и ты можешь перевести ее на другой путь. Там только 1 человек. Ты вмешаешься? Спасешь 5, пожертвовав 1, или ничего не сделаешь и позволишь погибнуть 5? Эта моральная задача известна как дилемма вагонетки. Думаю, многим из вас она знакома. Некий абстрактный философский эксперимент. Но для искусственного интеллекта это уже не нечто абстрактное, это самая настоящая реальность. Уже сегодня автопилоты в автомобилях сталкиваются с похожими ситуациями. Например, автомобиль едет по дороге. Впереди внезапно появляются пешеходы. Слева бетонная стена. Если машина продолжит ехать прямо, погибнут пешеходы. Если свернет, погибнет водитель. Что должна выбрать программа? Кого спасти, пассажира или прохожего? Ученые действительно задавали эти вопросы тысячам людей по всему миру. Их цель понять, как люди решают моральные дилеммы и может ли искусственный интеллект хоть как-то воспроизводить этот процесс. Один из самых известных проектов в этой сфере – это Moral Machine, созданный учеными из MIT в США. Более 2 миллионов участников из 200 стран прошли через симуляции дилемм с автопилотом. Кто должен выжить, пожилой или молодой, богатый или бездомный, пешеход или пассажир, законопослушный или нарушитель? Результаты оказались весьма неожиданными. Люди в разных странах выбирают по-разному. В странах Азии, особенно в Китае и Японии, люди чаще жертвуют индивидом ради группы. В США и странах Западной Европы, напротив, чаще спасают молодых и тех, кто следует правилам. А в Латинской Америке и на Ближнем Востоке иногда даже предпочитают спасать людей с высоким социальным статусом. Интересно, не правда ли? Эти различия означают, что универсальной морали не существует. То, что кажется правильным в одной стране, в другой может быть неприемлемо. Но искусственный интеллект не знает культур, он не чувствует сострадания, он не понимает страха, боли или справедливости. Он просто действует по алгоритму. Но кто пишет этот алгоритм? Какие именно правила закладываются в боевой дрон, в автопилот, в систему распознавания угроз? И тут начинается зона неизвестности. Большинство таких решений не раскрываются по понятным причинам. Нейросети обучаются на закрытых датасетах в условиях, недоступных для общественного контроля. Коды не публикуются, детали не обсуждаются. Да даже если бы они и обсуждались, порой сами разработчики не всегда могут точно объяснить, почему ИИ принял то или иное решение. Это называется принцип черного ящика. И вот здесь остановимся немножко подробнее. Ведь мы как привыкли, если есть какая-то программа, то там все должно быть жестко детерминировано. Если А, то Б, и все в таком духе. Но с нейросетями дела обстоят немного сложнее. Так вот, принцип черного ящика в этих самых нейросетях означает, что мы видим результат, но не понимаем, как именно он получен. Когда нейросеть принимает решение, например, распознает изображение или делает прогноз, она опирается на миллионы внутренних параметров, настроенных в процессе обучения. Однако сама логика этого решения остается скрытой. Мы знаем, что ответ дан, но не знаем, почему именно такой, и не можем проследить шаги, как в обычной логической программе. И вот как раз этот момент вызывает трудности, особенно в ответственных сферах, таких как медицина, финансы или правосудие. Такой подход делает нейросети мощными, но
но непредсказуемыми. Они способны находить тонкие закономерности в огромных массивах данных, но иногда принимают решения, опираясь на неочевидные или даже ошибочные признаки. Мы не можем быть уверены, что модель делает выводы правильно в человеческом смысле. Именно поэтому современные ИИ-системы часто сравнивают с черным ящиком. Он работает, но как именно, не совсем понятно. Хорошо, но тогда если машина убивает по ошибке, кто будет в ответе? Разработчик, генерал, программист, алгоритм? И как потом доказать, что машина думала правильно? И вот мы приходим к самой важной части. Может ли ИИ действительно понять, что он делает? Когда мы говорим, что ИИ не понимает страха, боли или справедливости, это не просто фигура речи. Это потому, что он не переживает эти явления. Он может анализировать, моделировать, имитировать реакции, но не чувствует. Как, например, языковая модель вроде ChatGPT. Сейчас очень многие с ней общаются и поражаются, насколько точно эта модель может улавливать тонкие смыслы. Ты ей что-то говоришь, она все понимает. После некоторого времени такого общения может сложиться стойкое ощущение, что на том конце с тобой говорит вполне разумное существо. Но тут важно не поддаваться иллюзии. Да, она может составлять текст, имитируя понимание эмоций или моральных норм, порой делает это весьма мастерски, но она не имеет сознания. Пока, по крайней мере. Она не переживает ситуацию. Она просто предсказывает слова на основе огромного объема данных, как тот самый Т9 на вашем телефоне. Как ни крути, но современный ИИ не имеет эмпатии. Он не в состоянии постигать сложные человеческие переживания. Это как кукла, которая идеально повторяет голос человека, но не знает, что говорит. И вот если автопилот не может однозначно решить, кого спасти, если боевой дрон принимает решение по черному ящику, то мы сталкиваемся с реальной проблемой. Кто несет ответственность за моральный выбор? Ответа на этот вопрос нет. Искусственный интеллект уже принимает решения за людей. Каждый день, в сотнях мест, часто без вашего ведома. В Китае работают системы, способные распознавать лицо человека в толпе из 50 тысяч человек за секунды. Их используют для слежки за гражданами, выдачи штрафов и даже оценки социального рейтинга. ИИ решает, можно ли вам купить билет на поезд, получить кредит, записать ребенка в школу. В США и Великобритании уже работают прогнозирующие алгоритмы, которые рассчитывают, где и когда может быть совершено преступление. На основе статистики, моделей поведения, активности в соцсетях ИИ подсказывает полиции, куда направить патруль. Кстати, в реальности эти системы нередко судят довольно предвзято. В смысле, без всякой западной толерантности. Просто чаще предсказывают преступность в районах, где живет в основном чернокожее население. А вот крупные компании вроде Amazon используют ИИ, чтобы анализировать видео с собеседований. Смотрят на мимику, интонацию, ключевые слова. ИИ принимает решение, пройдет ли этот человек или нет. При этом сам алгоритм может не осознавать, что дискриминирует соискателя по полу, возрасту или даже фамилии. Кстати, очень интересный момент. И снова про толерантность, равенство и разнообразие. Представьте, как в США сложно отказать в работе какой-нибудь представительнице ЛГБТ-движения с темным цветом кожи, въезжающей в офис на инвалидном кресле. А вот для ИИ это расплюнуть. Мне кажется, я раскусил хитрый план ребят из Амазона. Где еще ИИ принимает решения? Например, в автопилотах. Tesla, Waymo, Baidu, Mercedes и другие создают машины, где решение принимает не водитель, а искусственный интеллект. Он определяет, когда затормозить, кого пропустить, как объехать опасность. Но автопилоты уже стали причиной смертельных аварий, где вопрос, кто виноват, встает ребром. Также системы искусственного интеллекта широко используются в медицине. В больницах США, Германии и Японии уже сегодня работают диагностические ИИ-системы. Они анализируют снимки КТ и МРТ, определяют наличие опухолей и делают это в разы быстрее и точнее, чем опытный врач. Они предсказывают, у кого может случиться инсульт, кто нуждается в неотложной госпитализации, кому стоит изменить лечение, еще до появления симптомов. Звучит как прогресс, но что если нейросеть ошиблась? Тогда вам не повезло. Или, например, вы подали заявку на ипотеку или кредитную карту. Вашу анкету первым читает не человек, а алгоритм. ИИ анализирует вашу историю, поведение в интернете, место проживания, даже активность в соцсетях. Именно он решает, можно ли вам доверить деньги. Но как он это решает, вы не узнаете. Потому что даже банки не всегда понимают, на основе каких внутренних связей нейросеть сделала свой вывод. Отклонили ваш запрос? Может быть, вы живете в неудачном районе. Или у вас подозрительная активность на выходных. И ведь возразить некому. Вы просто статистика.
ИИ управляет логистикой, отправляет дроны с посылками, расставляет продукты на полках и даже решает, что вы будете смотреть вечером. Например, YouTube, на котором вы, возможно, сейчас смотрите это видео, анализирует ваше настроение, поведение, историю просмотров, чтобы вы не ушли. И я тем, кто не подписан, постоянно напоминаю, что надо подписаться на канал. Причем и в Телеге, и на Рутубе, и на ВК. А то смотрят в основном без подписки, как роботы, неосознанно, на автомате. А нас, авторов, это обижает. Ну ладно, вы поняли, что ИИ уже среди нас. Он решает, кого вы увидите в ленте, кому дадут кредит, кого спасут первым и так далее. А еще он иногда ошибается. Что если ИИ ошибется? На этот вопрос у нас, к сожалению, уже есть ответы, и они пугают. В 2018 году в одной из британских больниц ИИ-система, обученная распознавать рак молочной железы на маммограммах, дала сбой. Нескольким пациенткам был поставлен ложный диагноз – вы здоровы. Позднее выяснилось, что у них действительно был рак, но слишком редкий тип, слабо представленный в обучающих данных. Система просто не знала, как его распознать. Когда диагноз был пересмотрен, стало слишком поздно для эффективного лечения. В США алгоритм под названием «Компас» использовался судьями для оценки, насколько велика вероятность, что подсудимый совершит повторное преступление. Алгоритм рекомендовал меры – смягчить наказание или ужесточить. Спустя время выяснилось, что система давала завышенные оценки риска афроамериканцам по сравнению с белыми людьми при прочих равных. Не из злого умысла, а потому, что алгоритм учился на реальных исторических данных, которые сами по себе уже были полны предвзятостей. ИИ просто принял их к сведению. Похожий случай произошел в Нидерландах в 2021 году. Государственная система, использующая ИИ для выявления мошенников среди получателей детских пособий, ошибочно обвинила тысячи родителей, в основном мигрантов. Люди теряли доступ к пособиям, попадали в долги, некоторые семьи распались. Впоследствии правительство признало ошибку, но ущерб уже был нанесен. Чьи-то жизни были разрушены из-за алгоритма, которому доверились слишком много. Или вот такой примечательный случай, когда человек по вине ИИ попал в заключение. Случилось это в 2021 году в Нью-Йорке, когда система распознавания лиц привела к ошибочному аресту ни в чем не повинного человека. Мужчина провел в заключении немного, всего 10 дней, до того, как ошибка была обнаружена. Да, срок небольшой, но сам факт того, что по ошибке какой-то программы ты можешь сесть в тюрьму, заставляет задуматься. И, пожалуй, одна из самых неприятных трагедий, связанных с ошибкой искусственного интеллекта, произошла в 2018 году в Аризоне, США. Автономный автомобиль Uber сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. ИИ распознал объект, но не классифицировал его как угрозу и не затормозил. Человек за рулем мог бы принять решение иначе и, скорее всего, не сбил бы женщину. А вот машина продолжила движение согласно тому, как была обучена. Страховая компания выплатила семье погибшей крупную компенсацию, а Uber после этого инцидента временно приостановил испытания. Так что, как видите, ошибки искусственного интеллекта – это не просто технический сбой. Это реальные судьбы, здоровье, свобода, а иногда и жизнь. А значит, вопрос о праве ИИ на принятие решений – это не вопрос будущего. Это уже наше настоящее. Шаг за шагом искусственный интеллект проникает в сферы, где когда-то решение принимал только человек. Но где проходят границы дозволенного? Можно ли запретить машине решать, кому жить, а кому нет? Эти вопросы уже стоят перед международным сообществом, и ответ на них далеко не очевиден. На международной арене давно ведутся дискуссии о необходимости ограничений на автономное оружие, те самые системы, которые могут атаковать без прямого участия человека. Самый известный документ в этой сфере – Конвенция ООН о конкретных видах обычного оружия. В ее рамках с 2013 года обсуждаются правовые рамки для так называемых смертоносных автономных систем. Многие эксперты, активисты и даже государства призывают к их полному запрету. Однако решения до сих пор нет. Вопрос упирается в интересы стран, которые уже вкладываются в разработку подобных систем. Некоторые государства, включая Австрию, Бразилию и Новую Зеландию, выступают за немедленный запрет полностью автономного оружия. Они ссылаются на то, что передача права на убийство машине противоречит международному гуманитарному праву и базовым нормам морали. Против выступают другие, например, США, Израиль и Россия. Эти страны утверждают, что действующих норм достаточно, а ИИ
может даже повысить точность и снизить число жертв среди гражданского населения. Что это означает на практике? А то, что в ближайшее время запрета на такие системы точно не будет. Сегодня ни один международный договор прямо не запрещает использование автономного оружия. А это значит, что технически странам не нужно никого спрашивать, чтобы начать внедрять и применять подобные технологии. И пока мы с вами можем дискутировать о морали и праве, разработки подобного оружия идут полным ходом. В некоторых армиях автономные системы уже тестируются в реальных боевых условиях. Главная проблема в том, что прогресс опережает регуляции. Международное право не успевает за скоростью развития технологий. А значит, ответственность, юридическая и моральная, все чаще ложится не на государственные институты, а на те организации и тех конкретных людей, кто запускает в мир эти алгоритмы. И, к сожалению, нет никакой гарантии в том, что это люди безупречной морали. Люди всегда боялись машин, которые выходят из-под контроля. Страх перед искусственным интеллектом не нов. Он уходит корнями в научную фантастику, в образы вроде Скайнета, всемогущего ИИ из фильма «Терминатор», который объявил человечеству войну. Такие образы легко высмеять, но они отражают вполне реальное беспокойство. Что произойдет, когда технологии станут умнее нас и обретут независимость? Этот момент в науке называют технологической сингулярностью, теоретической точкой, когда ИИ станет настолько развитым, что начнет самообучаться без участия человека, улучшая себя с каждым циклом. В какой-то момент он может стать непостижимым для нас, примерно как человек непостижим для муравья. И если этот интеллект будет не дружелюбным, а просто равнодушным, последствия могут быть катастрофическими. Он не будет злым в общепринятом понимании, он просто выполнит задачу, не считаясь людьми, если они станут в какой-то момент для него помехой, препятствием на пути к достижению тех целей, которые в нем заложены. Самые опасные риски не в том, что ИИ станет сознательным, а в том, что он останется бессознательным. Холодной, логичной машиной, способной выполнять приказы быстрее, масштабнее и беспощаднее, чем любой человек. Особенно в сфере так называемого узаконенного насилия. Автономное оружие, убийственные дроны, алгоритмы, которые решают, кого исключить из системы, на кого направить ракету или кому отказать в медицинской помощи, это уже не фантастика, а вопрос времени. Я бы даже сказал, ближайшего времени. Все это мы увидим собственными глазами. Но проблема не только в машинах. Она в людях, которые дают команды этим машинам, создают архитектуру алгоритмов, решают, какие цели для них оптимальны. Мы передаем ИИ все больше власти и, к сожалению, складываем с самих себя все больше ответственности. Вспомните собеседование в Amazon. Что нас ждет дальше? Ответ зависит не от ИИ, он зависит от нас, от того, успеем ли мы осознать масштабы риска и научимся ли управлять тем, что сами создаем. Ведь, как показывает история, человек редко отказывается от оружия, которое уже изобрел, особенно если оно эффективно.